Ребята, всем привет из Таиланда. Всем привет! В данный момент мы находимся в Паттайе на пляже Джамтиен и хотим с вами поговорить о том, что сейчас происходит в Таиланде, стоит ли ехать в Таиланд сейчас, какая обстановка здесь, и обо всем этом мы с вами поговорим. Также прогуляемся по пляжу Джамтиен, посмотрим, какое море, какой курс доллара. В общем, все, что волнует туристов и людей, которые собираются поехать в Таиланд. Естественно, всех волнует курс тайского бата. Сейчас мы направляемся к самому популярному обменнику в Паттайе и посмотрим, какой же курс сейчас. Так, ребят, смотрите, у нас доллар 34.08, евро 37.25, рубль 0.335. Китайский юань 4,65. Классно, ребят, что курс рубля укрепляется. Ребята, очень многие наши подписчики, кто собирается поехать в Таиланд, переживают из-за погоды. Вот вы видите, сейчас у нас такой пасмурный денек, температура 30 градусов, дует легкий ветерок. И в последние дни участились дождики, они такие кратковременные, буквально длятся там 20 минут, 30 и проходят. И то не каждый день. Многие из-за этого переживают. Ребят, я вам хочу сказать, что такую погоду в облачную, если вы приедете из практически любого города России и ляжете вот сюда полежать на пляже, то вы обгорите буквально за час, потому что даже в такую вот погоду, когда не видно солнца, человек на море все равно получает загар и может даже обгореть. И здесь я бы больше переживал, если дождя не будет. Потому что в прошлом году была такая ситуация. Примерно в это же время года, во время Санкрана, не было абсолютно дождей. А Санкран, как вы знаете, тайский праздник, когда люди поливаются в течение нескольких дней с пистолетов, обливают друг друга водой, тратят на это очень много воды. Так вот, в прошлом году, после Санкрана, в Паттайе закончилась вода. То есть люди потратили много воды на обливание, плюс не было дождей, обмелели водохранилища, и практически на месяц, ну там как-то циклично, в Паттайе начали отключать воду. Лучше, ребята, иногда, чтобы лил дождик, чем остаться без воды. Вот, видите, ребят, половина машин сухие, половина немного мокрые, потому что дожди проходят локально. В одном месте Паттайи может идти дождь, а в другом светить солнышко. Ребят, смотрите, как сейчас выглядит одно из многолюдных мест пляжа Донтан. Обычно здесь людей побольше, но так как сейчас погода пасмурная, то людей не так много. Вот так выглядит вода, такая рябь, мелкая волна, ветровая в основном, дует легкий ветерок. Погода комфортная, чтобы проводить время на море, практически, на мой взгляд, идеальная. Вода имеет вот такой цвет, это типичный цвет для городского пляжа Паттайи, не сезон. Ребят, раз уж мы заговорили про Санкран, нужно упомянуть, что Санкран будет проходить в этом году в Паттайе с 12 по 15 апреля. И именно в эти дни будет поливаться водой на всех улицах Паттайи. Вы можете смело поучаствовать в этом действии. Санкран – это встреча Нового года. Тайцы провожают сухой сезон, и таким образом они встречают новый влажный сезон. И, как вы видите, в этом году дожди пришли по расписанию. Но так как они непродолжительные, видите, погода замечательная, есть время насладиться пляжным отдыхом. Людей, кстати, не так много, как в зимний период, но, как мы можем наблюдать, туристы все так же отдыхают на пляжах Паттайи, и им это очень нравится. И давайте мы с вами, ребята, прогуляемся немного по пляжу. В этом месте мы обычно гуляем и показываем вам обстановку. Давайте посмотрим, сколько сейчас людей, купаются ли они, загорают, вообще как проводят время на пляжах Джамтиена и Донтана. Как вы видите, береговая песочная линия большая, сейчас широкая. Это связано с отливами, которые приходятся на дневное время. Но море, вот оно, в шаговой доступности, никуда оно далеко не убежало. Да, отливы сейчас днем, а приливы вечером. Но скоро ситуация поменяется. А если вы хотите быть в курсе отливов, приливов, скачайте себе приложение. Кстати, оно у нас есть в телеграм-канале. А если вы до сих пор не подписались на наш телеграм-канал, вот вам QR-код. Подписывайтесь и будьте в курсе событий, которые происходят в Паттайе. Я там каждый день публикую погоду, а также курс валют. И людей очень мало, я бы так сказал. Обычно здесь яблоку негде упасть, а сейчас буквально вот, я думаю, людей 10 на весь этот участочек, так называемую зону свободного падения. Вот, кстати, видите, белочки здесь у нас, все нормально, вон какая красотка. Какая хорошенькая. Давайте я ее сейчас попробую вам показать. Смотрите, какая красотка. Кормить я тебя не буду. И никому не рекомендую кормить белок с рук. 100 раз уже говорил, последствия могут быть печальными. Чтобы не было никаких последствий, если вы хотите покормить белочку, просто кладите еду в кормушку.
Кормушки выполнены в виде кокосов, они вот к этим пальмам крепятся, вы их найдете. Да, туда наливают водичку, а также складывают какие-то угощения, орешки. Желательно, конечно, не соленые. Много сегодня тайских детишек, играют, купаются. В общем, ситуация стандартная, но людей не так много, как мы привыкли видеть в последнее время в высокий сезон. Hello. Thank you. Красавчик, а вот видите, тайцы уже делают комплименты моей супруге. В принципе, они правы. Ребят, посмотрите, какие, кстати, прикольные летающие змеи у детей. В феврале проходил фестиваль летучих змеев, и все торговцы на всех пляжах продавали именно таких маленьких змеев. Вот у кого маленькие детки есть, да даже взрослым нравятся вот такие небольшие летающие змеи. Их можно взять в самолет, что очень удобно. Они мало места занимают, и они летают практически в любую погоду. Шалунишка какой, а? Шалун. Так, давайте сейчас посмотрим, какие цены на аренду. Все стандартно, да? Вот такой вот водный мотоцикл небольшой за полчаса будет стоить 900 бат, помощнее 1200. Кстати, цены гораздо дешевле, чем на Пхукете, да? На водные мотоциклы. Наверное, Да. в 2 раза. Нас часто подписчики спрашивают, сколько стоит спидбот до Калана. Да, с Джамтиена. 2 people. Yes, if 2 people. 2 people. 3,000. 3000 Just go and back. To wait? around. Go and back. Ага. You go 8, 9, 10, up to you. Ага. Нам сказали за лодку 3500 бат. В принципе, нам и подписчики написали, что такую же им стоимость озвучивали. Хотя в высокий сезон лодки набираются быстрее и обычно платят там в районе 400 бат за человека. Но сейчас, видимо, не набирается большая группа, поэтому вот такая вот стоимость. Ну, за лодку мы можем набрать 10 человек, и будет по 350 бат. Ну да. То есть вы можете сами набрать 10 человек, прыгнуть в такой катер, и по 350 бат с человека тогда туда-обратно вам обойдется. В Но принципе, дешевле, нормально. конечно, с пирса Балихай отправиться на пароме за 30 бат. Да, дешевле, но здесь вот сразу ни о чем не думая, можно выйти с отеля, прыгнуть на спидбот и погнать на Калан. Ребята, также вы можете заказать любую экскурсию из Паттайи или из Пхукета через Telegram, через наших друзей, компанию Thai for Travel. Ссылка на них будет в описании под видео, а QR-код вы сейчас видите на экране. Слева будет QR-код для Паттайи, можете отсканировать и перейдете в их Telegram. А справа будет QR-код для Пхукета. Перейдя по этому QR-коду, вы можете заказать любую экскурсию из Пхукета. И для такого времени года будет актуально отправиться на такие экскурсии, как край водопадов, потому что периодически идут дожди, но дожди не затяжные и не проливные, поэтому водопады успевают набраться, но при этом погода очень комфортная и можно увидеть природную красоту Таиланда. И еще одно популярное направление из Паттайи – это река Квай, конечно же. Сплав по реке Квай будет очень комфортным, интересным. И заодно вы можете посетить замечательный, шикарный, очень красивый водопад Эраван. А если вы сейчас находитесь на Пхукете и смотрите наши видео, то актуально будет отправиться на озеро Чеолан. Это потрясающе красивая экскурсия, где вы будете жить в домиках на воде. Ну, в принципе, как и на реке Квай. Все очень похоже. Обратите внимание, что тайцы гуляют по пляжу одетыми. В принципе, у них так принято, потому что буддисты не раздеваются. Также у них культ белой кожи, поэтому они оберегают ее от солнечных лучей. Многим в России непонятно это, все приезжают в Таиланд, стараются загореть. А когда мы долго живем в Таиланде, мы уже как бы наоборот смотрим на белых людей по-другому. Так же, как и азиаты. В принципе, обстановка с пляжем, морем и погодой в Паттайе, я думаю, предельно понятна. Небольшая облачность, иногда бывает дымка, потому что все так же на севере Таиланда жгут поля фермеры. Это неотъемлемая часть Таиланда, потому что здесь круглый год выращивают фрукты и овощи. Погода более или менее еще стабильная на этот период, так что можно смело отправляться в Паттайю и насладиться отдыхом, пока не так много туристов. И, кстати, летом прилетают студенты и родители со школьниками, потому что в Паттайе климат немного отличается от островных. Здесь все равно меньше дождей, конечно, преимущественно будет облачно, но я думаю, что во многих городах России, особенно в северной части,
нет такого лета, как в Таиланде, поэтому сюда прилетают в любое время года. Шезлонг стоит сейчас 50 бат, большой раскладной 100 бат, это цена за весь день, а кокосы сейчас в Паттайе стоят 70 бат на пляже. Такие цены. Набережную в этом районе уже закончили, уже можно спокойно ходить, наслаждаться вечерними закатами, прогулками. Вон там кусочек еще выкладывают, плиточку заканчивают. Мы что-то переделывают, да? Столб, наверное, какой-нибудь будут вставлять. Да, Ну, и скоро будет красота. Ну, факт в том, что ходить можно спокойно, беспрепятственно. Дальше мы проедем еще, подскажем вам, какая ситуация на Джамтьене, если ехать в сторону района на Джамтьен. Посмотрим, как там обстановка со стройкой. Смотрите, какой мотоцикл. Крутой. Детский, да? Бензиновый, что ли? Да, видимо, бензином, потому что глушитель видно. Ребят, посмотрите, какую красивую пешеходную набережную делают на Джамтьене. И давайте посмотрим. В прошлом видео, когда я рассказывал про ремонт дороги, я говорил, что возле Джамтьен ботхауса стоят ограждения. То есть ничего не поменялось. Здесь у нас набережная заканчивается. Ремонт движется, но не так быстро, как нам хотелось бы. Ребят, сейчас мы приехали в район Копакабаны. Через дорогу находится Джамтьен Найт Маркет. Кстати, он открывается после 4 часов дня. Справа от меня детская площадка. Сейчас там гуляют детишки тайские. По вечерам приезжают и русские детишки, которые здесь проживают либо отдыхают. И давайте посмотрим, как же сейчас выглядит набережная. Как мы видим, ремонт куска дороги закончен, но набережную до сих пор еще не сделали. Поэтому здесь еще люди ходят по проезжей части. Вот так выглядит Копакабана. Стоит. Все нормально. Вот рядом строится кондоминиум Аром Джамтьен. Тоже будет высокий, поэтому сейчас здесь достаточно шумно. Смотрите, написано стоимость квартир. Двухкомнатная квартира начинается от 11 миллионов бат. И вот так выглядит пляж возле Копакабаны. Людей тоже очень мало. Буквально там 2 человека на море. Низкий сезон, как он есть. А сейчас мы отправимся в район отеля Sea Breeze, а также Гранд Джамтьен, где часто проживают именно наши подписчики и интересуются обстановкой и ремонтом дорог именно на тех участках. Спрашивают у нас, как там набережная уже готова или нет. Ну, отправляемся и будем смотреть. Ребят, сейчас у нас сезон манго, они очень дешевые. Вот, смотрите, можно купить прямо на первой линии. Ездят вот такие продавцы фруктов, и написано на них большими крупными буквами: манго 4 килограмма 100 бат стоит. Манго неплохой, можно брать и спокойно есть. Также видите большой выбор других фруктов у них. Так, ребят, сейчас мы подойдем и посмотрим курс валют в любом рандомном обменнике, не TT Exchange, просто желтенький. Они обычно прячут курс подальше. Hello. Ребят, в начале ролика мы смотрели курс в обменниках TT Exchange, и курс доллара был 34.08, а евро 37.25. В любом рандомном обменнике, не TT Exchange, курс будет ниже. Вот, например, здесь за доллар 33 бата дает, а за евро 36. Ребят, у меня пару месяцев назад было большое видео про обменники, про обмен валют, вообще про деньги в Таиланде. Рекомендую всем, кто не смотрел это видео, посмотреть, потому что постоянно находятся люди, которые нам пишут в комментариях, что в желтых обменниках там не меняют старые доллары или еще что-то в этом роде. Я очередной раз напоминаю, что нету такого желтый обменник в Паттайе. Есть обменник TT Currency и есть другие обменники желтого цвета. И это не значит, что в любом желтом обменнике курс будет хороший. Я об этом много раз говорил, и сейчас опять напоминаю. Смотрите внимательно мое видео про обменники. Также еще неплохой курс в оранжевых обменниках на улице Буакао. Да, есть еще другие обменники с хорошим курсом, но мы рекомендуем TT Currency, потому что сеть по всей Паттайе, и у них, как правило, курс один из лучших. И, ребят, также, если вы находитесь в Таиланде и хотите обменять свои рубли с российской карты, либо свою криптовалюту на наличные тайские баты, то вы можете воспользоваться услугами обменника с доставкой наличных в Паттайе. Если вы в Паттайе, ребята сами вам привезут наличные тайские баты прямо в отель. А если вы находитесь где-то далеко, на Пхукете, Бангкоке или еще где угодно, то ребята переведут деньги удаленно на ближайший к вам банкомат. Также, если сумма обмена небольшая, то они тоже могут перевести вам деньги на банкомат. А вы им взамен переведете свои рубли с российской карты, либо свою криптовалюту. Ссылка на обменник, которым пользуемся мы и наши подписчики, будет в описании под этим видео. Переходите в описание, попадете на их телеграм.
Пользуйтесь. И сейчас мы находимся прямо возле отеля Sea-Breeze. И давайте посмотрим, что у нас происходит с набережной. Ремонт дороги, как вы видите, закончен. И набережная тоже приобретает приличный вид. Пошли посмотрим поближе. Так, только аккуратнее. Ребят, если кто давно не был в Паттайе, на Джамтене сейчас на первой линии одностороннее движение. Видите, все машины преимущественно двигаются в сторону Джамтена, но некоторые умудряются ездить против шерсти. Для Таиланда это абсолютно нормальная ситуация, поэтому надо быть всегда аккуратнее и внимательней. И, кстати, одностороннее движение вплоть до перекрестка, где находится отель Дивари. Да. Ух ты! Смотрите. Весело. Здесь часть набережной уже уложена плиткой, а ближе к Копакабане плитки еще нет. Но зато в сторону Гранд Джамтьен плиточка лежит, и можно здесь гулять очень даже комфортно и здорово. Кроны деревьев вас прячут от солнца. Кстати, несмотря на то, что сегодня и облачная погода, но довольно-таки жарко. Я вот себя ощущаю как в бане сейчас. Кстати, по этой набережной можно кататься на самокате, роликах или даже на скейтборде. Мы часто тут видим людей, которые катаются по вечерам. Вот здесь находится отель, и вот так выглядит пляж возле этого отеля Sea-Breeze Resort. Море, кстати, здесь немного поспокойнее, да, сегодня. Смотрите, человек идет с металлоискателем. Нас иногда спрашивают подписчики, ходят ли здесь с металлоискателями и законно ли это. Ну, как видите, вот тайцы ходят. Никто их не останавливает, не преграждает им путь. Встречаем мы в основном тайцев с металлоискателями. Туристы ходят редко с ними здесь. А туристы в основном ходят в центральной Паттайе. Туристы в основном разбрасывают пробки от пива, а тайцы их находят с помощью металлоискателя. У кого был металлоискатель, тот понимает, о чем я говорю. Столько тайцев отдыхает сейчас. Это все из-за погоды. Вот нравится тайцам, когда вот такая облачная погода, они прям кайфуют. Да, мы тоже кайфуем. И, кстати, ребят, здесь рядом с отелем Sea-Breeze, вижу, находится 7-Eleven, довольно-таки большой, и обменник TT Exchange, где всегда хороший курс. А давай-ка мы сейчас сходим и посмотрим, что есть интересного в 7-Eleven. Может, появились какие-нибудь новинки. Также здесь есть макашницы. Смотрите, можно купить вот такой чай. Но я не люблю покупать такой чай. Можно купить курочку-гриль. Вот такие вот вкусняшки. Тайцы прям постоянно что-то здесь покупают. И частенько туристы тоже захаживают такие макашницы. Фрукты можно нарезочку взять. 20-30 бат цена такой нарезки. Иногда это удобнее, чем чистить там самому что-то. В частности, там если ананас, папайя, да, можно просто взять нарезочку и не заморачиваться с тем, чтобы это все чистить. Давай посмотрим, какой курс в этом обменнике TT Currency. Доллар 34.08, китайский юань 4.65, рубль 0.335. В принципе, насколько я помню, курс такой же, да? Да, курс такой же, как и в начале Джамтена был. Давай еще посмотрим, сколько стоят фрукты вот такой вот лавочки на первой линии, потому что не у всех есть возможность добраться до рынка Ротанакорн, но в принципе это и не обязательно. Вот манго здесь, к примеру, стоит также 4 килограмма за 100 бат. Вот такое манго здесь. Ребят, манго просто сотни видов в Таиланде. Вкус у манго будет разный и разная волокнистость. Это тоже нужно иметь в виду. Постарайтесь попробовать все манго, что найдете, и определить, какой для вас будет наиболее вкусный. Папайя стоит 45 бат. Такая не очень красивая. Пойдемте в сейк. Пока снимали видео, захотелось нам попить чего-нибудь. Вот мы в последнее время часто берем вот такую кокосовую водичку. Вкусная, сладкая. Ребят, ходят слухи, что скоро алкоголь в Таиланде будут продавать круглосуточно. А пока вот такой график продаж алкоголя. Вот даже по-русски написано. То есть сейчас мы не можем купить в Таиланде алкоголь в это время. Нужно ждать 5 часов. Кстати, смотрите, здесь можно купить пиво прямо ящиками. Вот такой ящик, 12 бутылок по 620 мл. Лео будет стоить 644 бата. Вот такая синка будет стоить 694 бата. Это тоже 12 бутылок по 620 миллилитров. Синка немного дороже, чем Лео. И чанг. Что тут у нас с чангом? 631 бат. Также есть литовый аппарат. Можно взять вот такой стаканчик, набрать льда, подойти на кассу, и вам его посчитают. И потом как бы этот лед применить, как вы хотите. Ребят, мы обнаружили новинки сейчас в мире треугольников или горячих сэндвичей. Появился вот такой вот новый вид.
Тут написано, что это красная рыба и крабовые палочки. Также бифстейк. Я так понимаю, здесь говяжья котлетка внутри. Вот выше у нас красная рыба, остренькая написано. Потом вот с шоколадом, киткат. Здесь внутри банан и кокос. И что-то еще. Вот такие вот куриные. Но они зажаренные и какие-то такие, знаете, не очень полезные. Поэтому мы их рекомендовать не будем. Вот еще. Роти омлет. Представляете себе? Новинок просто изобилие какое-то. Да, кто давно еще не был, вот появились новые черные дамплинги. Наши, конечно, любимые розовые с креветкой, но, в принципе, черные тоже ничего такие. Также, ребят, появился недорогой шоколад дубайский. Если кто-то хочет попробовать, вот 39 бат, такое сердечко. Если никогда не пробовали, попробуйте. Очень интересно. Такие вот зайчики. Это из кокоса сделано желе. Потом вот такие вот цветочки, интересные круассаны. Можно взять здесь кофе горячий или холодный. И вот такой вот шикарный круассан. И будет очень вам вкусно-сладко. Брали не так давно новинку. Спринг-роллы с красной рыбой. Да, это с красной рыбой? Нет, это с крабовой палочкой. Есть еще с красной рыбой. Здесь есть? Нет? Нет, это с тунцом. Вот это с тунцом, с крабовыми палочками. Видимо, еще не во всех магазинах появились новинки. Ребята, еще кто не знает, в 7-Eleven есть охлажденные полотенчики, салфетки. Вот если вам жарко, хочется охладиться, протереть лицо, можно купить вот такое полотенце. Стоит оно 29 бат, а поменьше 13. Смотри, еще какие желешки новые появились. Мы таких не пробовали, наверное, какие-то с энергетиком, да? Кстати, я как-то уже рассказывал, в 7-Eleven появился протеиновый йогурт. Вот есть за 29 бат, но сейчас скидка, можно взять за 25. Два вкуса есть, просто сладкий такой, а есть с клубникой. Итак, на тест мы берем два вида треугольников с красной рыбой и крабовыми палочками и с котлетой из говядины. Кстати, ребят, в Таиланде появилась такая новинка, допустим, вот коллаген. Это крышечка, внутри коллаген. Покупаете водичку обычную, без ничего. Надеваете вот эту вот крышечку, стряхиваете и пьете коллагеновый напиток. Вот здесь 2000 единиц коллагена, а также витамин А, В, С и Е. Интересная находка. Кстати, водичка получается сладенькая такая. Стоимость 18 бат. Ребят, вот такой выбор мороженого. В самом обычном 7-Eleven на первой линии. Очень много вкусного мороженого. Но как-то мы говорили, что российское мороженое нам нравится больше немного. Но актуальнее, конечно, мороженое, как правило, в Таиланде. Поэтому вот он. Цены показываю медленно. Большой выбор, вот такие цены. Мое любимое мороженое. Сейчас покажу, какое. Вот такое мне нравится. Обязательно попробуйте. Вот такое. Оно очень похоже на российский пломбир. Вот такое интересное мороженое. Можно там, если вы не хотите много есть, взять там на двоих вот такое. И каждый по кусочку съест, там 4 кусочка. И вот такое же, только шоколадное. Да, вкус детства шоколадного масла. Вот эта вафля, она сверху обработана шоколадным маслом. Из-за мороженого очень интересный вкус получается. Вот такой выбор различных шоколадок. Есть, кстати, в Таиланде Hershey's, но нету шоколада Feastables, который рекламирует Mr. Beast. Дети, допустим, наш Саня постоянно просит меня, чтобы я его где-то достал, хочет попробовать, но в Таиланде его нет. Друзья, мы, ребята, заряженные, поэтому, чтобы попробовать треугольнички новые, мы пойдем сейчас и посидим на этой прекрасной набережной на собственных раскладных стульях. Вот такая красота у нас есть. А я возьму еще один, да? Все, и мы отправляемся на эту набережную, посидим там и расскажем, вкусные ли эти новые треугольнички. Ребята, берете, когда сэндвич, относите его на кассу, вас спрашивают греть, вы киваете головой активно, говорите «да», вам готовят, вы ожидаете буквально там минут 5, если небольшая очередь. И вот так выглядит горячий треугольник. Вот у меня сейчас, который с котлетой. Внутри котлетка. Невкусно. Вообще невкусно. Все ради вас, мои дорогие подписчики и зрители. Травимся, пробуем на себе новинки. Вот это невкусный треугольник. Девочка, видите, пришла покормить белочку и слетелись голуби. Ну, сок хотя бы вкусный. Да, надо запить.
Ребят, ну давайте я попробую треугольничек с красной рыбой и крабовыми палочками. Ну вообще мощно, начинки много. Чувствую, что там прям куски красной рыбы. Не знаю, может они только поначалу, так как этот вид треугольников только вышел, кладут столько начинки. Посмотрим, как будет дальше. Пока мне нравится. Тут есть морская капуста, кетчуп, еще какие-то приправы. Японской кухни какая-то, не помню, как называется. Унаги роллы такой делают. Терияки, наверное, соус. Терияки. Да, терияки. Получается сладкий, да? Немного сладковатый. Но вообще интересно, вот это можно попробовать. Ребят, вот мы тут сидим, а к нам тут подъехал такой экскаватор и решил, что надо ему тут срочно поработать. Ой-ё, что он делает, непонятно. Но я думаю, нам надо отсюда сваливать, Алена. Смотрите, какой королевский стульчик у ребенка. Сейчас мы находимся возле отеля Grand Jomtien Palace, как и обещали показать вам обстановку с ремонтом дорог. Ремонт дорог закончен, так же, как и на других участках, но вот набережную все еще ремонтируют. Ну, в принципе, все выглядит довольно-таки неплохо. Кстати, здесь рядышком находится наше любимое кафе Sea Beach, вон там, чуть дальше находится слева через дорогу. И оттуда открывается потрясающий вид на море. Смотри, какой бар интересный. Как называется? Открылся новый Daisy. Daisy DC, да? Такое что-то типа кантри стиль. Вот оно, кафе Sea Beach. Мы часто здесь сидим и наслаждаемся закатами. Очень интересное место. Там, кстати, можно поиграть в бильярд. Вообще район возле Grand Jomtien Palace очень удобный. Здесь располагается недалеко 7-Eleven. Там же есть обменник TT Currency. Также здесь на береговой линии располагаются и аптеки, массажные салоны, кафешки. И если пройти метров 200, будет хороший ночной рынок, который называется Маяк или Яймак, по-моему. Как вы видите, сейчас хорошо видно Калан, потому что задымленность не сильная. Я думаю, это связано с тем, что сейчас есть дожди, и они сбивают эту дымку, и воздух становится гораздо чище. Это еще один плюс такой погоды. Вот он, ребят, Калан. До него отсюда где-то километров 10, и на него можно отправиться на спидботах, как мы вам недавно рассказывали, либо на пароме за 30 бат в одну сторону. Паром выглядит примерно вот так. Ребята, многие туристы сейчас обеспокоены. Недавно у нас прошло землетрясение, очень много противоречивой информации насчет этого. Я сейчас расскажу вам информацию всю с нашей точки зрения, как мы это видели, и она, я думаю, будет полезна многим туристам, кто собирается поехать в Таиланд. Во-первых, что касается Паттайи, ни одного разрушенного здания, ни одного пострадавшего человека после землетрясения, которое случилось в Мьянме, здесь не было. Расстояние от центра землетрясения до Паттайи примерно 1000 километров, даже чуть больше, я думаю. Все эти видео, которые вы видели, где бассейны выплескиваются на высоких этажах, разрушаются высотные здания, эти все видео, что касается Таиланда, они были сделаны в Бангкоке. В Паттайе бассейны не выплескивались, насколько я знаю. Да, трясло на высоких этажах кондоминиумов. В частности, мы в момент землетрясения его тоже почувствовали. Мы находились с Аленой дома в этот момент, работали за компьютерами. У нас 2 компьютера, мы сидели, работали. Алена повернулась ко мне и сказала: Паша, кажется, начинается землетрясение. Буквально через пару секунд из соседней комнаты прибегает Саня с испуганными глазами и говорит, что началось землетрясение тоже. Я, естественно, начинаю оценивать обстановку и понимаю, что арматура в стенах, она начинает издавать шум. Я подхожу к одной стене, слышу шум вот такой арматуры, знаете, похожий на треск костра, вот такие щелчки. Подхожу к другой стене, такая же ситуация. И также ощущались небольшие колебания. Но, ребят, хочу заметить, что у нас 38-этажное здание, и мы живем на одном из самых высоких этажей. И мы приняли решение покинуть нашу квартиру. Когда мы выходили, также мы встретили в подъезде наших соседей французов, которые также почувствовали землетрясение, и мы вместе с ними спустились на лифте. Когда мы вышли из дома, мы сразу же записали видео. Мы еще не понимали, землетрясение это или нет, потому что не было никакой информации. Буквально через 10 минут, только когда мы уже вышли, когда мы оповестили персонал о том, что у нас на верхних этажах трясется все, только тогда мы зашли в Telegram и начали нам попадаться многочисленные видео о том, что и в Паттайе тоже на высоких этажах, начиная, например, с 8-го этажа, люди
ощущали землетрясение. И также вот эти видео из Бангкока, где выплескиваются бассейны, трескаются стены и шатаются люстры. Но хочу сразу сказать, что большая часть Паттайи это землетрясение вообще никак не ощутила. Нам даже многие наши друзья не верили, они как-то смеялись, когда мы им говорили, что мы тоже это почувствовали. Поэтому буквально на следующий день в Паттайе про землетрясение забыли. Да, это землетрясение принесло очень много бед в соседней с Таиландом стране Бирме или Мьянме, как ее сейчас называют. Там очень много жертв. В Бангкоке также обрушилось строящееся офисное здание. Оно унесло жизни 18 человек. И также судьба 50 людей сейчас на данный момент еще неизвестна. Ну а в Мьянме, конечно, масштабы трагедии, они очень сильные. И в связи с этим хочу сказать, если вы собираетесь в Паттайю, то на данный момент про землетрясение здесь все забыли, все живут своей жизнью, никто насчет этого здесь не переживает. Также хочу сказать насчет цунами. Вы знаете, в 2004 году на Пхукете произошло сильное цунами, которое унесло много жизней не только в Таиланде, но и также в соседних странах. Но в Паттайе вероятность цунами практически нулевая. Это связано с тем, что здесь нету никаких разломов. Ребят, как вы знаете, на нашей земле есть огромные плиты литосферные, и на месте разломов этих плит, в момент, когда эти плиты либо трутся друг об друга, либо смещаются, то происходят различные землетрясения. Здесь в Паттайе нету сейсмоопасных зон. Вот эта часть моря южно-китайская, которая рядом с Паттайей, там тоже нету никаких разломов плит, поэтому вероятность цунами здесь практически нулевая. Что касается Пхукета, то там, конечно, такая вероятность есть. Ребят, смотрите, какой открывается вид с нашего балкона на пляж Джамтьен. И так как мы живем в Таиланде, в связи с последними событиями, мне бы хотелось более подробно разобраться, есть ли сейчас опасность землетрясений, насколько сейчас безопасно здесь находиться, посмотреть, где именно находятся литосферные плиты и где проходят их разломы. Я думаю, это будет важно. Давайте посмотрим с вами. Переместились за компьютер, и я вам покажу всю информацию, которую я смог найти в интернете. Смотрите, к сожалению, нету большой такой карты, типа карты Google цифровой с литосферными плитами. Ну вот карты все такие аналоговые, выглядят вот таким образом. Но я думаю, все равно мы с вами разберемся. Вот смотрите, у нас есть здесь африканская плита и индо-австралийская плита. Вот в этом месте у нас идет расхождение плиты, а в этом месте как раз возле Таиланда, вот этот разлом, где плиты сходятся, он проходит через Мьянму и Индонезию. Вот, кстати, было цунами в 2004 году. Индонезия, вот эти берега больше всего пострадали. Что касается Паттайи, Паттайя находится у нас вот здесь. Давайте мы откроем на карте Google, там тоже будет интересно посмотреть. И что мы видим? Везде, где на схеме были обозначены вот эти разломы, на карте со спутника это все тоже хорошо видно. Вот смотрите, к примеру, у нас Япония, да, все знают, что в Японии было тоже страшное цунами, там постоянные землетрясения. И вот здесь вот эта вот темная такая полоса, там проходит такая гряда, где нарушается рельеф в результате смещений этих плит. Также мы видим, что на Курилах, да, вот на Сахалине это все дело более-менее так открыто. А Владивосток, к примеру, да, и Приморский край, он у нас закрыт Японией, и получается здесь такое у нас море японское, оно закрыто, и поэтому цунами во Владивостоке гораздо менее вероятно. Но вернемся к Таиланду. Что у нас здесь? Когда было в 2004 году землетрясение, оно было вот в этом районе. Оно вызвало как раз это разрушительное цунами. Пхукет у нас находится вот здесь, смотрите, примерно в 500 километрах от эпицентра этого землетрясения, где зародилось цунами. Если верить чату GPT, то волны настигли Пхукета через 2 часа после землетрясения. Землетрясение было больше 9 баллов и унесло жизни 250 человек по официальным данным на Пхукете, и во всем Таиланде больше 5000 человек. И цунами двигалось со скоростью 800 км в час в открытом океане, но при приближении к берегу замедлилось и увеличилось в высоту. Расстояние от эпицентра до Пхукета было 500 км, так что у людей теоретически было около 1,5-2 часов, чтобы эвакуироваться, но не было системы оповещения. Дальше, вот смотрите, чат GPT нам приводит какие кадры. Не верится, что это реальные. Не буду утверждать на 100%, но такие вот фотографии.
Вот это вообще ужас. И что самое главное, ребят, тем, кто будет на Пхукете. От момента отлива до прихода волны цунами на Пхукете прошло примерно 10-30 минут в зависимости от конкретного места на побережье. То есть, если вы заметили резкий сильный отлив, и вы находитесь на побережье, то у вас есть минимум, я думаю, 10 минут, чтобы эвакуироваться с пляжа. Ну, за 30 минут можно и пешком уйти. Больше всего, ребят, пострадали пляжи Патонг, Камала, Ката, Каран и Сурин. То есть, ну вот, центральная. Я думаю, это связано с тем, что здесь более населенный он был в то время. Убегаем с Пхукета и переносимся в Паттайю. Паттайя у нас находится вот здесь. Вот он, пляж Паттайя, вот он, длинный пляж Джамтьен. Остров Колан. Давайте мы с вами разберемся. Вот видите, вот здесь у нас Бангкок. А землетрясение, которое происходило недавно в Мьянме, оно было где-то вот здесь, далековато, да? И мы с вами видим, что вот этот как раз разлом, на месте которого было цунами в 2004 году, но только это было южнее. А сейчас это было где-то, ну вот здесь, да? В этом районе. Это уже Мьянма. Вот, видите, он продолжается, вот этот разлом. И где-то здесь произошло как раз это землетрясение. Бангкок, естественно, ближе находится вот здесь. Паттайя немного подальше. Но не так, чтобы сильно. Давайте мы сейчас определимся, есть ли вероятность цунами в Паттайе. Видите, да, если здесь у нас море такое у нас с разломами, то здесь, как на карте с разломами, так и на карте Google мы видим, что здесь прям море ровненькое такое, да, и никаких здесь разломов в этом районе нет. Ближайший разлом, он вот здесь где-то находится, и он представляет опасность именно больше Вьетнаму, я бы сказал. Также давайте открою сейчас опять карту вот эту, да, вот у нас идет разлом, который вызвал цунами и недавнее землетрясение, а это ближайший разлом, который мог бы представлять опасность цунами для Паттайи. Ну, это очень далеко, и Паттайя здесь закрыта, то есть опасности, я бы сказал, никакой нету. Конечно, в нашем мире на 100% ничего нельзя утверждать. Кто не знает, прям вот покажу, вот оно, Южно-Китайское море, да, здесь Паттайя находится. Вот Пхукет здесь, и это уже Андаманское море, они здесь не связаны, тут здесь пролив, через Сингапур надо огибать, только тогда вы можете попасть, грубо говоря, из Пхукета и вот здесь Паттайя. То есть это большой крюк надо делать, моря очень разные. Ну и что касается опасности землетрясений, да, давайте мы с вами еще раз откроем вот эту карту. То есть, если верить ей, то здесь у нас такая большая евразийская плита, на которой расположена в том числе и Паттайя, большая часть Таиланда, и поэтому опасности сильного землетрясения здесь нет. Здесь может быть только отголоски от землетрясения, которое проходит вот на этом разломе. Это, я вам напоминаю, около 1000 километров. Ребят, и последний участок дороги, где сейчас идет ремонт, недалеко от отеля Дивари, который вот располагается через дорогу. Также здесь находится наше любимое кафе, которое называется «Дверь». И у него снова появился вид на закат и на пляж, потому что все-таки ремонт сдвинулся немножко в сторону на пару десятков метров. Если ремонт начинался до кафе Дуди, вот, которое находится через дорогу, то сейчас ремонт начинается уже чуть дальше. И этот участок дороги, где идет ремонт, относительно короткий. И все, кто планировали отдыхать в отеле Дивари, могут спокойно приезжать, потому что через дорогу от отеля на пляже все чудесно и отлично. А что мне очень нравится здесь, так это посмотрите, какая большая береговая линия начинается в этом районе Джамтьена уже. Тут просто шикарно можно бегать, заниматься любыми активностями. В частности, мы иногда кидаем тарелку здесь, в волейбол играем. Ну, короче, много всего интересного можно тут делать. Такая большая, широкая песочная полоса. Да, здесь довольно-таки спокойно, людей всегда мало в любой сезон. Поэтому, если вы приезжаете в высокий сезон и хотите, знаете, такого отдыха не как в Геленджике, то отправляйтесь в южную часть Джамтьена. Здесь всегда вот такая вот спокойная, умиротворенная обстановка. Смотрите, ребята, у нас уже через часик будет закат. Какое красивое солнце. И вот закат у нас, как правило, вот здесь происходит. А кафе «Дверь», оно вот оно. И мы сейчас пойдем туда и сядем прямо вот на этих столиках. Будем наслаждаться закатом.
и съедим что-нибудь более съедобное, чем Аленин сегодняшний сэндвич. А с вами мы будем прощаться. Ребят, с вами было приятно провести время. Не забывайте, что мы читаем все комментарии, поэтому пишите их, мы с удовольствием вам ответим. Подписывайтесь на канал, Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании, QR-код прямо над Аленой сейчас, вот тут, где-то, короче, его размещу. Сканируйте телефоном, переходите в наш телеграм, все очень просто, там много полезной, актуальной, интересной информации про Таиланд. Ну и всем пока, ребят, увидимся в Таиланде. Пока!